Всем привет! Сегодня у нас Лансер с большим стуком в двигателе. И вот у него тут масло летит немножко. Ну, тут все в брызгах. Запускай. Будем слушать. Треск у нас. Такая вот беда. Вырубай! Ну, быстрее всего он со шкива. Вон там резина прям торчит. Давай будем снимать сейчас. Ну тут все в масле. Масло тут немерено. Он все в масле. Вон по кузову. Сняли шкив коленвала. Резиночка разбитая. Получилась вибрация. Болт открутился. Открутили практически от руки, без усилия. Ну что, шкив под замену. Соответственно, отошел, масло начало гнать и раскидывать по силовой. Вот шкив открутился, вышел, да. И вот масло, результат. Сальник же как раз вот здесь держится на шкиве. Вот и масло откуда, вот и стук откуда. Ну что, проблема найдена. Осталось заказать шкивок, поставить назад, собрать. И обрадовать клиента. И обрадовать, что наделался малой... Легким испугом. Да, малой кровью, малым испугом. Ну, все не так страшно, как казалось бы сначала. Все решаемо. Я думаю, достаточно быстро, да? Пойдем смотреть шкивок наличие. И устранять неисправность. Так, причина шумов найдена. Шкив коленвала заказан. Сальник на всякий случай тоже заказали, потому что маховик болтался. Сальник наверняка повредился, раз через него уже хлестало масло в таких количествах. Так что рисковать мы не будем. И заказали сальничек. Все, вот он у нас пришел. Благо, спасибо поставщикам. Привозят очень быстро, оперативно, 2 раза в день. Так что мы в поставках запчастей не нуждаемся. И по времени, скажем так, не ограничены. Делаем достаточно все быстро. Не надо машину выгонять на улицу. Передержки делать, когда там через неделю запчасти привезут. Приходит все достаточно быстро. Вот 2 часа и запчасти уже у нас. Привезли, что было на складе. ФБстовский маховик. Вот он новенький. Все, резиночки, все. Все, сейчас будем устанавливать. Сальничек. Шкив коленвала установим. А ремень на место поставим. И я думаю, у нас проблема решится. Машина поедет дальше. Все, сняли сальничек уже. Сейчас установим на место новый. И уже будем устанавливать шкив, ремешок, заводить. И можно дальше гонять.
Так, новый сальничек у нас уже на месте. Сейчас будем ставить шкивок. Что, сопротивляется, что ли, еще? Давай-ка там нам... Да, все, шкивок мы поставили, затянули. Так, ремешок как бы ставить не очень-то приятно. Потом можно снять систему, как он стоит. Да. Ну, мало ли. Скажем так, еще тот геморройчик его поставить, но мы это сделали. Все установлено. Что, заводим? Или что? Вот, а ремешок имеет у нас вот такую схему. Но залезть, вот особенно сюда, очень проблематично. Рука туда не лезет, от слова совсем. Это надо иметь какого-то гудоперчивого мальчика. У меня работал в одно время такой, у него были тоненькие ручки, и он пролазил везде. Но сейчас такого нету мальчика, приходится ставить самим. Пользоваться мини-гудоперчивого мальчика. Да, теперь ставим сами. Вот если бы понимали, вон туда надо, вот через это вот. А там нет места. Здесь вот, ладно, натяжной-то рядом стоит. Подожди, я уберу шкивок, а то он... Да, упадет в ненужное место. Давай, запускаем. Ну вот. Немножко колбасит, но это из-за того, что он на газу работает. Плюс холодный. Но самое главное то, что нам было надо, мы сделали. Все, глуши. Все окей. Самое главное... Вопрос, что перейдет, свистело. Ну, свистит это, не знаю. Новые. Ролики новые. Ну, тут, видишь, что масла было много еще. Может, из-за этого немножко. Ну, сейчас промоем еще тут. Побрызгаем все. Просто на улице можно завести. И все. Да, и ремень сейчас побрызгаем. И отмоем очистителем все это немножко. Сам ремень еще масляный, видишь? Все, машинку сделали. Самое главное протянуть колеса, чтобы они не отлетели. А мы их протянули. Да ведь? Это уезжают, потом говорят, колеса не протянули. Мы говорим, что протянули. Это как доказать, да? Колеса протянули. Одно, вернее. Больше не снимали. Нет, не на продажу. Все, машинку мы сделали, выгнали, все нормально. Машина готова к эксплуатации. Всем спасибо, всем пока. А мы пойдем принимать новую машину. Привезли на эвакуаторе.